Посмотрим. Настоящий учитель. Сегодня мы научим вас готовить Наполеон. Чего же? Я думаю, я что-то неправильно делала. Что происходит? Почему у меня руки в кадре, а я наоборот взяла этот телефон. Мне просто не нравится вот эта пластиковая херня. Ага. Поэтому я хочу ее убрать с кадра. Но мне все равно придется подрезать кадр, потому что я скачала все камеры, но мне было, я зажидела 149 рублей. Короче, у меня внизу плашка этой камеры. Бабуля моя украинская, жена грузина. И эвкалипт у нас всегда был в доме эвкалипт. Это была настойка алкогольная, хотел сказать, на спирту, на водке. Прошел час, то есть у нас тортик понастаивался, он, в общем-то, еще даже теплый, но он уже мягкий, и поэтому мы решили его разрезать. Вкусненько? Обалдеть! Quizás, quizás, quizás. Как приготовить классический русский торт из обычных аргентинских продуктов? Сегодня мы это узнаем и сделаем. Для нашего тортика нужно всего два основных продукта. Это печеньки именно этого бренда, я советую, проверенные, потому что бывают снеки для мата называются. Нам нужно именно из слоеного теста. И этой марки бывают соленые и сладкие. Именно берем асукарадо с сахаром. И литр молока. Для большого тортика нам нужно 4 пачки печенек и литр молока. Для крема, кроме молока, нам нужно немного муки, сахара и яйцо. В принципе, даже можно обойтись без яйца, потому что оно, в общем-то, не сильно решает. Итак, для тортика главное, что нам нужно, это приготовить, именно сварить крем заварной. Для этого мы берем яйцо, муку, сахар и молоко. Крем нам нужен жидкий, потому что печеньки довольно толстенькие. Чтобы они хорошо впитался этот крем, он должен быть жидким. И печеньки сахарные, поэтому в крем мы сахара кладем поменьше. И не используем ванилин, никакую ваниль, потому что печеньки уже ароматизированные. Берем муки примерно полстакана. На литр молока примерно полстакана. Ну да, в принципе, это нормально. Туда вбиваем яйцо. В принципе, можно обойтись и без яйца. Но мы уж ладно, по классическому рецепту. Немножко добавим молока, чтобы это все... Ой, разбить комочки, чтобы их не было. Так. Ну и так смешиваем. Добавим сахар. Ну, у нас вот полстакана. В принципе, наверное, мы его весь не будем использовать, иначе будет слишком сладко. Где-то четверть стакана. Смешиваем. Ну и, в общем-то, доливаем молока. Литр весь, наверное, мы используем. Тоненькая строчка. Так, ну. Все. И ставим это все на огонь. И начинается самый скучный процесс. Это варка крема. Занимает это, ну, если мерить все видеороликами, например, Максима Каца, мы можем... Ну, 1-2 ролика Максима Каца или 1 ролик Шульман можно успеть посмотреть. Так, мы ставим на огонь наш крем и постоянно помешивая, варим его до готовности. Готовность наступает тогда, когда он загустел и начал уже так подзакипать, пузыречки пошли.
Наташа, он точно загустеет? Точно загустеет, что он уже, в общем-то, и сделал. Класс! Немножко некрасиво. В общем-то, все, крем готов. Мы не ждем, пока он остынет. И начинаем собирать тортик, так как печеньки прямоугольные. Нам нужна такая же прямоугольная форма. И желательно с высокими бортами. Точнее, не желательно, а точно с высокими. Тогда проблем со сборкой не возникнет. Ну и просто укладываем печеньки первым слоем. Примерно 1 пачка на 1 слой у нас уйдет. Так, все, и берем наш горячий крем, не ждем вообще, когда он остынет. И наш готовим имперский торт Наполеон. Топим наши имперские амбиции либеральным сладеньким кремом. Крем довольно такой густой получился. Муки, если меньше положить, то, соответственно, он будет более жидкий. Ну, на первый слой точно надо класть прям много. Второго слоя мы берем вторую пачку. Ну и берем только целые печеньки, а всякие поломанные оставляем на последний слой для посыпочки. Кладем второй слой печенек. Готовые, точнее целенькие печеньки укладываем. И повторяем все то же самое. Ну все, вот такие вот крошки уже оставляем на посыпку. Там всякие ломаные печенюхи. Мы их не будем. Так, ну повторяем. Да, тортик такой для очень быстрый. Не нужно иметь какую-то супер кухню. Не нужно иметь супер навыков. И даже не нужно иметь много времени. Хочешь торт, ешь торт буквально через час. Третий слой. Берем наши любимые печеньки. В магазинах, где они точно всегда есть. Вообще торт Наполеон — это такой очень популярный в России на постсоветском пространстве, в принципе, торт в советские времена. Историю, честно сказать, я его не очень-то помню, но лично в моей истории семьи это торт каждого дня рождения, и он был довольно сложный. Готовила нам всегда его моя бабуля, которая никогда не прятала, ни от кого не секретничала рецепт. Всем, кому он был нужен, она его давала, но он ни у кого не получался, потому что печь его действительно очень трудоемкий процесс. А мы максимально его упростили. Торт, он стал транкилион от слова транкила. И теперь немножко советского детства в Аргентине. У нас тут получается 3 слоя печенек. Сейчас мы еще так щедро остатки крема, ну, насколько щедро позволит наличие крема. В общем, весь крем выкладываем. И последний слой будут уже крошки. В общем, бабуля моя украинская, жена грузина.
И эвкалипт у нас всегда был в доме эвкалипт. Это была настойка алкогольная, хотел сказать, на спирту, на водке. Там для всяких полосканий, натирок и все такое. Я сейчас стою, тут пахнет эвкалиптом, и я готовлю торт. Я как будто в детстве. Для меня вообще Аргентина это такое детство, 90-е. Мои личные 90-е это Аргентина. А теперь мы все крошки из пакетов смешиваем в одном пакетике. Так. Так, тут у нас даже больше, чем крошки. Что у нас тут? Ага, вот. И делаем крошки. Это самое интересное в приготовлении Наполеона, это делать эти крошки. Ну, возможно, нам этого хватит, может быть, сделаем еще. Помялись крошки, теперь прямо из этого пакетика делаем ровную красивую посыпочку. Так, сейчас мы это все распределим по тортику. Определяем, но мне кажется, нам надо будет еще крошечек сделать. Сейчас посмотрим. Так, ну, наверное, в принципе, у нас печеньки еще остались, что нам мешает сделать из них крошки. Досыпать. В общем-то, на этом наше приготовление закончено. Осталось его убрать, ну и просто дать ему где-нибудь постоять. В идеале это, конечно, ночь, но в реальности достаточно подождать, пока он просто остынет. Или просто подождать, пока он закипит чайник. Потому что из-за того, что крем горячий, он пропитывается довольно быстро. Мы просто ждем пока что. Прошел час, как у нас тортик понастаивался. Он, в общем-то, еще даже теплый, но он уже мягкий. Поэтому мы решили его разрезать. Мы делаем это прямо лопаточкой. Так, ну, первый кусочек, возможно, будет немножко не очень удачно извлечен, потому что ему нет пространства для движения. Вполне себе. Вот как это выглядит. Так, ну, срез. Сейчас возьму ножик и покажу. Тортик, пробуй. Главный эксперт оценил. Мои голубики все. Мои голубики. Она же ягодки хотела и посыпку, и тут и то, и все, и да. Наташа, я отрезала. О, молодец. Вкусненько?
Обалдеть.